Что если корабль, который уже списали, вдруг вернется в строй? А вы слышали о гиганте, который после списания в одиночку противостоял целому флоту? Морском титане, что во время Холодной войны держал в страхе весь флот НАТО. И даже будучи затопленным, он поднимался над морской гладью. Вы не ослышались. Звучит как легенда, но это реальность. Это история драмы, героизма и невероятных событий, которые до сих пор шокируют. Но вот вопрос: что заставило этого гиганта вернуться, когда казалось, что его эпоха закончена? Ответ перевернет все, что вы знали о легендах Черноморского флота. Вы на канале No Name Production. Давайте разбираться по порядку. В 1960-х советский флот остро нуждался в модернизации. Вовсю шла Холодная война. В 1961 году США вступает в строй первый в мире атомный ударный авианосец «Энтерпрайз». Также остро стоял вопрос по восстановлению паритета противоракетных подводных крейсеров стратегического назначения, которые были созданы еще в конце 1950-х годов. В октябре 1964 года было утверждено тактико-техническое задание на проект корабля противовоздушной противолодочной обороны. Проработка велась с ЦКБ-53 в рамках проекта 61 БИС 61А после рассмотрения эскизного проекта 61А. В апреле 1966 года Министерство судостроительной промышленности СССР и ВМФ СССР приняли совместное решение утвердить основные элементы корабля ПВО-ПЛО на базе и с использованием рабочих чертежей большого противолодочного корабля проекта 1134А, но с рядом конструктивных изменений. Разработка технического проекта нового противолодочного корабля, который получил индекс 1134Б, была поручена Северному проектно-конструкторскому бюро, работы были начаты в мае 1966 года. Главным конструктором был назначен Василий Федорович Аникеев. В новом проекте были увеличены главные размерения корпуса, были усилены огневые средства, частично было заменено комплектующее оборудование. Во время проектирования в проект вносились дополнения, не предусмотренные тактико-техническим заданием. — 19 декабря 1969 года советский флот получил первый БПК проекта 1134Б «Николаев». Всего было 7 БПК проекта 1134Б, которые стали вершиной эволюции советских противолодочных кораблей дальней морской зоны. По факту, это были мощнейшие ракетные крейсеры. Эти корабли — вершина советской эволюции океанских БПК. Они могли не только преодолевать Атлантику по диагонали, но и вести поиск подводных лодок с высокой автономностью — до 30 суток, с запасами пресной воды, топлива, продовольствия и возможностью заправки в море на ходу. Но сегодня мы поговорим конкретно об одном из них. Вторым судном и первым серийным стал Черноморский «Очаков», дистанция постройки, службы и судьбы которого стала символичной для эпохи. Большой противолодочный корабль «Очаков» был шедевром конструкторской мысли 70-х годов. Этот гигант Черноморского флота начал свой путь еще 19 декабря 1969 года. Имя «Очаков» присвоено в честь взятия русской армией и флотилией крепости Ачикале в 1788 году. Если ты хочешь увидеть ролик про русско-турецкую войну, пиши в комментариях. Большой противолодочный корабль проекта 1134Б заложили в городе Николаеве на заводе имени 61-го коммунара. Закладная доска корабля была установлена лично главнокомандующим ВМФ СССР адмиралом флота Советского Союза Сергеем Георгиевичем Горшковым. 25 декабря 1969 года зачислен в списке кораблей ВМФ. Большие противолодочные корабли проекта 1134Б, они же Беркут-Б по кодификации НАТО. Кара-класс. Флотское прозвище — Букарий.
Серия советских больших противолодочных кораблей дальней морской и океанской зон. Относятся к кораблям первого ранга. На протяжении 20 лет «Беркут» и «Б» несли боевую службу и оставались важнейшей составляющей сил дальней противолодочной обороны Советского военно-морского флота. До появления больших противолодочных кораблей проекта 1155 они были самыми сильными надводными противолодочными кораблями в составе флота. Если знаешь, почему проект 1134-Б получил прозвище «Букари», пиши в комментариях. Через 1,5 года корпус был готов, и 30 апреля 1971 года был спущен на воду. Вступил в строй 4 ноября 1973 года, 28 ноября того же года включен в состав Краснознаменного Черноморского флота. Находился в составе 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота. Позже она же 5-я дивизия противолодочных кораблей. В марте 1974 года, еще не вступив в состав сил постоянной готовности, принял участие в учениях Черноморского флота, вступив в охранение крейсера «Москва». Водоизмещение — 8533 тонны. Экипаж — 425 человек, в том числе 47 офицеров. Длина — 173,4 метра. Ширина — 18,5 метра. Осадка — 6,3 метра. Двигатели — 4 форсажных и 2 маршевых газотурбинных установок общей мощностью 93 060 лошадиных сил. Дальность плавания — 7100 миль на 18 узлах. Автономность плавания — 30 суток по запасам провизии. Радиолокационное вооружение. Система космической навигации «Шлюз». 2 РЛС управления артиллерийской стрельбой МР-105. Системы радиоэлектронного подавления ПК-2 и ПК-10. Радиоэлектронное вооружение. Гидроакустическая станция кругового обзора «Титан-2Т». Зенитная артиллерия. Спаренная корабельная башенная артиллерийская установка АК-726, советская корабельная автоматическая артиллерийская установка АК-630. Ракетное вооружение. Противолодочный ракетный комплекс «Раструб-Б». Советский зенитно-ракетный комплекс корабельного базирования М-11Б-187А «Шторм» и зенитно-ракетный комплекс М-4 «Оса-М». Противолодочное вооружение. 2 реактивно-бомбометные установки «Смерч-2» и «Смерч-3». Минно-торпедное вооружение. 2 пятитрубных торпедных аппарата ПТА-53. Авиационная группа. 1 вертолет К-25ПЛ. 11 июня 1974 года на корабле был поднят флаг министра обороны СССР, маршала Советского Союза Андрея Антоновича Гречко. В августе корабль посетил начальник генерального штаба генерал армии Виктор Георгиевич Куликов. Летом 1974 года БПК был представлен для ознакомления министрам обороны Польши, Югославии, Финляндии и начальнику генерального штаба Франции. 24 декабря 1974 года корабль вышел на боевую службу в Средиземное море. В 1974-1975 годах осуществил серию мореходных испытаний в Бискайском заливе с представителями завода-строителя на борту. С 3 по 21 апреля 1975 года Очаков принимал участие в учениях «Океан-75» в составе сил обозначения под руководством командира 12-й дивизии противолодочных кораблей Балтийского флота контр-адмирала Владимира Александровича Лапенкова в районе Азорских островов. Против конвоя действовало 5 подводных лодок, 3 из которых реально выходили в атаку по 12 кораблям конвоя. Вертолет контакт с подводной лодкой подтверждает. Сопровождаю! 270, раздел 120! Во время проведения учений в апреле 1975 года старшим лейтенантом Павловым собственными корабельными гидроакустическими средствами была обнаружена иностранная подводная лодка.
Контакт с лодкой удерживался в течение 1 часа 5 минут на высоких скоростях, что мешало задействовать вертолет и другие БПК для организации корабельной поисково-ударной группы. Это слежение вошло в учебники тактики ВМФ как классический пример. С 24.12.1975 по 16.05.1976 года корабль принял участие в 9 тактических учениях по поиску подводных лодок. Летом 1976 года участвовал в поисковой операции 5-й Средиземноморской эскадры кораблей «Удав», где присутствовал высший состав флота на борту. В сентябре 1979 года состоялся показ корабля в Новороссийске военным атташе. Очаков посетили 80 дипломатов из 60 стран. С 1974 по 1990 годы решал различные учебные и боевые задачи в Средиземном и Черном морях, выполнив 9 боевых служб, посетив с визитами 14 портов Средиземного моря. С 3 по 12 июня 1976 года принял участие в учениях «Крым-76» по поиску и уничтожению атомных подводных лодок. 6 ноября 1977 года награжден вымпелом министра обороны за мужество и воинскую доблесть. В 1977, 1979 и 1986 годах БПК «Очаков» объявлялся лучшим кораблем ВМФ СССР. В 1985 году принимал участие в съемках художественного фильма «Одиночное плавание». Очаков стал настоящим морским дипломатом, выполняя дипломатические походы. С 14 по 19 июня 1978 Латакия, Сирия. С 13 по 18 апреля 1979 Риека, Югославия. С 11 по 16 июня 1979 Тулон, Франция. С 10 по 13 августа 1979 Варна, Болгария. С 26 марта 1980 по 18 июля 1984 Очаков встает на капитальный ремонт и модернизацию на Севастопольском морском заводе, где обновляется силовой агрегат, ПВО и системы связи. 1986 год стал особенным. С 20 по 24 октября Очаков вышел в далекий поход через Атлантику, выполняя задачи боевого патрулирования. В открытом океане проводилась дозаправка на ходу, сложная операция, требующая ювелирной точности. И вот впереди показалась Куба. Гавана встречала советских моряков как героев. Оркестр, цветы, танцы и улыбки. Это был момент настоящей морской дипломатии. После Очаков лишь набирал обороты по дипломатическим походам. С 26 по 31 марта 1987 Стамбул, Турция. С 26 по 30 октября 1987 Сплит, Югославия. С 24 по 28 апреля 1989 Констанца, Румыния. С 8 по 12 мая 1990 снова Сплит. С 11 по 14 июня 1990 Торонто, Италия. Экипаж принимал сотни иностранных делегаций. Строгий, величественный крейсер неизменно производил впечатление на дипломатов и военных атташе. Тем не менее, путь этот был ознаменован не только победами, но и трагическими событиями. В 1982 году на одной из учебных стрельб кормовой пусковой установки зенитно-ракетного комплекса «Шторм» сорвалась ракета. Ударившись о палубу, она раскололась, и боевая часть упала за борт, а хвостовая часть осталась лежать на палубе, заклинив люки подачи зенитных ракет. Вскоре аналогичный случай произошел вновь, но уже в присутствии главкома ВМФ. В 1985 году БПК «Очаков» отличился, случайно выпустив в сторону Нахимовского района города Севастополя 3 реактивных неуправляемых снаряда из пусковой установки ЗИФ-121. Корабль вернулся из полигона и встал к 12-му причалу лагом для погрузки боезапаса.
С обращенного к городу борта были случайно выпущены оставшиеся в установке снаряды. 2 снаряда упали в воду, а 1 попал прямо в плавучий док 30, ранив при этом 1 рабочего. С 1991 года корабль проходит капитальный ремонт и модернизацию под проект 1134-2 на Севморзаводе в Севастополе. К сожалению, данная модернизация на Очакове так и не будет завершена. Кстати, нереализованные проекты ВМФ СССР – это очень увлекательная тема. Если тебе интересно видео по данной тематике, напиши в комментариях. 9 февраля 1993 года было обычное утро. Утро, которое могло стать последним для всего корабля. В 9 часов утра при проведении огневых работ искра от сварочного аппарата мгновенно сжигает изоляцию в кормовой электростанции отделения турбогенераторов. Огонь начинает пожирать металл, дым душит отсеки, и каждый вдох может стать последним. Экипаж ведет отчаянную борьбу против огня, против усталости, против самого времени. Пожар не стихал больше 19 часов. Казалось, корабль уже обречен. Но ценой нечеловеческих усилий и невероятного мужества Очаков был спасен. После пожара Очаков простоял на ремонте до 2008 года. Такому долгому застою также поспособствовал и распад СССР. Спустя год аналогичная трагедия произошла и на БПК «Ташкент». — 16 июля 2006 года на заводе состоялось совещание, проведенное заместителем главкома ВМФ РФ по кораблестроению и вооружению вице-адмиралом Анатолием Андреевичем Смоляковым. На совещании были рассмотрены вопросы выполнения работ на заказах МО РФ, ДПЛ Б-380 и БПК «Очаков». Поставлена задача завершить ремонт и модернизацию указанных объектов. 20 октября 2008 года БПК «Очаков» вывели с территории завода и поставили на отстой у Троицкой бухты. 20 августа 2011 года на Очакове в присутствии командования Черноморского флота и бывших членов экипажа БПК состоялся торжественный ритуал спуска военно-морского флага. Большой противолодочный корабль «Очаков» — это олицетворение настоящей кузницы кадров для флота. И большой противолодочный корабль «Очаков» по праву может гордиться тем, что 10 офицеров, проходивших службу на корабле, в разное время стали адмиралами. Флаг спустить! По завершении митинга первый командир Очакова, адмирал Игорь Касатонов, спустил Андреевский флаг и передал его на хранение в музей Черноморского флота. В этот день, 20 августа 2011 года, Очаков официально исключен из состава ВМФ. Очаков не посрамил своего флага. Командиры, офицеры, мичманы, матросы, которые там служили, отлично выполняли свои обязанности. И в тех формах достижения результатов, конечно, Очаков всегда был передовым кораблем. И вдруг неожиданный вызов. Уже списанному кораблю пришлось вновь вставать по тревоге, как в прямом, так и в переносном смысле. В ночь с 5 на 6 марта 2014 года вместе с 3 списанными водолазными судами был затоплен у входа в озеро Дон-Узлав для блокады фарватера. Очаков в полуразобранном состоянии был приведен на буксире и поставлен между северной и южной косами на входе в озеро Дон-Узлав. С подошедшего пожарного катера корпус Очакова наполнили водой для потери остойчивости. Затем, по неподтвержденным данным, на борту БПК был подорван заряд заложенной взрывчатки. Корабль резко повалился на борт и лег на дно. Глубина в месте затопления составляет 9-11 метров. При длине корпуса 173 метра затопленный Очаков намертво блокирует вход и выход в озеро Дон-Узлав. Кораблик, прости, что мы тебя так мучаем, а что делать? Пошли. Сердце щемило,
потому что корабль – это дом родной, но положение было безвыходное. Именно затопление планировал я, буксиры выделял я. Единственное, что можно было сделать для корабля, это не наносить ему урон. БПК «Очаков», лежавший на глубине 12 метров с креном 70 градусов, был поднят в ходе специально сформированной спасательной экспедиции «Эпрон». Подготовка к операции по подъему составляла 100 суток. Сама операция началась 11 июля и продолжалась 62 дня. В ней были задействованы 13 судов и 35 водолазов. На первом этапе лежавший на борту корабль был подсоединен к большим понтонам и с их помощью к 5 августа стал на ровный киль. Затем начались работы по герметизации частей корпуса и последовательной откачке воды из отсеков корабля. Всего было перекачано свыше 300 тысяч кубометров воды. Воду просто от него откачивали, а понтонами приподнимали. Все, потом воду откачали, у него появилась положительная плавучесть, и он уже как бы держался на плаву сам. 1 сентября корабль был передвинут с фарватера в сторону, освободив проход в бухту. Начались работы по максимальному облегчению веса корпуса. 11 сентября операция подошла к концу. Громадный корабль, лишенный своей силы, медленно потянули к берегам поселка Новоозерное. Там, у причалов, Очаков застыл в ожидании, словно ветеран, уставший от боев, и простоял так до 2021 года. К тому времени он оставался последним из 7 стальных титанов проекта 1134Б, последним свидетелем эпохи, где море гудело от мощи беркутов. Но осенью 2022 года пришел конец. Резак коснулся его брони. Металл застонал под тяжестью времени, и легенда превратилась в осколки. Так оборвалась 60-летняя история Очакова. Так ушла в прошлое целая эра. Эра могучих противолодочных кораблей, чья слава будет жить, пока есть те, кто помнит. Очаков действительно сумел прожить 3 жизни. Он рождался в грохоте цехов Николаева, уходил в океаны, навстречу штормам и тревогам боевой службы. В союзных портах его встречали оркестры и глаза, полные гордости. На его борту рождались легенды. Его украшали грамоты и знаки отличия, следы славы и побед. Для сотен моряков он стал вторым домом, а для многих — судьбой. Он знал смех и песни в кубриках, тревогу боевых сирен. Он знал боль пожаров и тяжесть аварий, становился героем кино. Он видел радость возвращений и тишину разлук. И даже списанный, когда его дни казались завершенными, он поднялся в последний раз, в одиночку против целого флота. Сегодня Очаков — это больше, чем сталь и воспоминания. Это символ стойкости, символ верности присяге. Символ того, что корабль жив, пока живет память о нем. И в памяти флота, и в сердцах моряков он останется навсегда. Символом эпохи, символом чести, символом мужества и службы на море. Благодарим вас за просмотр. Если вам понравился ролик, поставьте лайк. Это продвинет видео по алгоритмам YouTube. Также обязательно пишите в комментарии свои годы службы, если именно вам довелось служить на легендарном БПК «Очаков». Цель данного ролика не только рассказать историю корабля, но и найти своих сослуживцев, с которыми давно прервалась связь. Также, если вы хотите видеть больше роликов с таким контентом, тоже пишите в комментарии. Предлагайте свои идеи, историю кого или чего вы хотели бы посмотреть. С вами была команда No Name Production и история легендарного корабля. До встречи! Мы в кильваторном гордом строю сбережем честь и славу свою. Так веселей, играй, труба, и пусть горчит поцелуй на губах.
Кстати, здесь было очень много классных моментов для интеграции, но, увы, нам не заплатили.